Всем привет! Нас зовут Миша и Лена, и вы на канале «Существует способ». И это вторая серия нашего необычного путешествия в совершенно не туристическую страну, где 40 лет шла война. Сегодня мы с вами отправимся в столицу Афганистана, в город Кабул. Покажем, как живет город, чем занимаются люди на улицах и с чем приходится мириться местным жителям столицы, находящимся под руководством Талибана уже целый год. Вчера мы добрались до Кабула уже в 6 утра. Дорога была, конечно, жесткая, очень разбитая, ехали медленно, но добрались. Наверное, это было красиво, но мы ничего не видели, потому что было темно, ночной рейс. Вот, но будем уже по факту смотреть Кабул. Изучать мы кое-что видели. На перевале снег. На перевале, да, был снег. И сейчас тоже довольно-таки прохладно. Остановились у Заки. Заки. How are you? I'm very good. Very good. Сейчас выбираемся в центр Кабула. Кабул является столицей и самым крупным городом Афганистана. Одной из самых высокогорных столиц мира, расположенной на высоте 1800 метров над уровнем моря, в оазисе реки Кабул. По одной из легенд, название города переводится как «вода между цветов», то есть река, текущая между цветущими берегами. Столица Афганистана является одним из древнейших городов Центральной Азии. По рассказам местных жителей, численность столицы вместе с пригородом составляет около 7 миллионов человек. Районы города в подавляющем большинстве состоят из глиняных и каменных одноэтажных, двухэтажных домов самоделов, в которых живут семьями. В таких домах зачастую отсутствует электричество и почти всегда отсутствует водопровод. Что касаемо воды, то здесь ее тоже рекомендуют пить бутилизированную, так как водопроводная вода очень низкого качества. Здесь такая интересная особенность. Вот я сижу все время посередине, по той причине, что здесь, если ты с девушкой, если ты со своей женой, ну как мы выдаем Лену за мою жену, чтобы не было лишних вопросов, то она должна все время сидеть с краю, то есть с тем, с кем она замужем, типа, чья она жена. То есть девушка не может сидеть посередине рядом с другим человеком, иначе если тебя остановят на чекпоинте, на блокпосте, у Талибана могут докопаться, да. Настолько здесь все абсурдно. В общем, мы сейчас находимся в самом центре Кабула, прогуливаемся по улочкам, и здесь, конечно, более цивилизованно все это выглядит относительно остального Афганистана, относительно, например, того же Мазари-Шарифа или Кундуза, но все равно колорит непередаваемый. Дофига народа, много кто что-то продает, чем-то там торгует, какими-то, не знаю, аксессуарами мобильными, там, едой, напитками, там, реально все подряд. Настолько здесь принято скрывать лица женщинам, что даже в салоне свадебном лица у манекенов закрыты, у женщин. Смотрите, прям мешки какие-то надеты. Также мы обязательно еще покажем афганский стритфуд, потому что разнообразие кухни здесь просто вообще непередаваемое. Тут настолько много всяких блюд. Реально хочется их попробовать, все они необычные. Старый город практически полностью разрушен многолетними войнами, но кое-где можно еще найти следы древних зданий. Кабул похож на большой рынок, потому что торговля ведется повсеместно. Целая тележка арахиса. Удобно то, что они здесь так придумали, не надо брать и ставить палатку. Товары, они находятся на тележках. И их удобно транспортировать, не надо каждый раз собирать и разбирать там свою палатку. Что касается безопасности, например, перемещения и вообще прогулок по... Сейчас. С той стороны чувак стоял там с автоматом, видимо, из Талибана. И, при них лучше камеру лишний раз не доставать. Даже учитывая, что у нас вроде как есть, пермит, в котором написано, что мы туристы, все равно это не дает тебе какой-то полной безопасности. Людей с автоматами здесь гораздо меньше, например, чем
в каком-то Кундузе, где мы были в начале. Вот, но наши друзья все равно нас не отпускают гулять самостоятельно. Повсюду нас сопровождают, хотя в Кабуле, в центре Кабула, прям очень все лояльненько, спокойненько. Людей реакции тоже интересные. Ну, типа, понятно, здесь не так реагируют, как в том же Кундузе, потому что там туристы вообще, наверное, очень большая редкость. В Кабуле все-таки почаще кто-то появляется, удивляются. Никакой агрессии, в принципе, нету. И это самое главное. Касаемо девушек, я стараюсь на них не смотреть. Лена говорит, что у них реакции тоже хорошие. Сначала удивление, когда мы встречаемся взглядами, а потом улыбка. Потому что я тоже стараюсь всегда улыбаться, когда встречаюсь с кем-то взглядом. Зашли в магазин сувениров. Много здесь всяких нарядов традиционных афганских. Причем тоже, смотрите, как они отличаются, в принципе, от всего того, что мы могли видеть, ну, в другой Средней Азии, там же в Узбекистане, в Таджикистане и прочих странах. Другой узор, совершенно другой пошив. Червячки какие классные. Тоже очень любят вот эту золотую нить, золотую вышивку. Еще одна сувенирная лавка, но тут больше, наверное, по украшениям. Очень красивые кольца, браслеты. Браслеты прям на всю руку, вот так вот. Какой-то камень интересный, из этого камня делают всяческие статуэтки, сувенирчики. Очень красиво. Конечно, круче всего выглядят вот эти штуки. Смотри, чайники какие. Точнее, лампы, ожерелье. Прям. Мне кажется, от такого ожерелья у тебя шея просто провиснет. Заки хотел привести нас в какой-то магазин антиквариата. Но он оказался закрыт. Там здесь какие-то старые ружья, тоже лампы. Самовары. That's Russian samovar. Yeah. Самовар. Самовар. They call даже самовар. Same, yeah? Yeah. Oh. Кстати, вот старые все вещи, вот этот антиквариат, он выглядит, конечно, гораздо круче, чем то, что есть сейчас. Ну и, конечно же, ковры. Куда же без ковров? Всяких разных цветов, всяких разных расцветок. Hello. Случайно зашли в такой магазин ковров. Нас тут пригласили, говорят, посмотрите, какие у меня тут ковры есть. Всякие разные. Смотрите, ковры есть даже в рамках, в багете. Oh, so much, so much. Да. Мир ковров. Очень много ковров у него, да. Причем разных орнаментов, разных рисунков. В разных провинциях разный рисунок ковров. И то есть он собирает их с разных провинций, покупает и продает в Кабуле. Бир? Yeah, it's beer. О, This camel. Camel. Верблюд, верблюд, да. This mink. Mint. Mink. Минь. Yeah. This fox. This rabbit. Завели нас еще в магазин шуб. Ну, шуба, в принципе, у нас есть, но такого изобилия, конечно, наверное, не найдется. О, look like, yeah. Из верблюдов, из лис, из всего подряд. Конечно, защитники животных сейчас не особо, наверное, счастливы, если таковые есть среди зрителей. Здесь. Но просто показываем вам, что здесь можно найти. Интересные афганские. И куча всяких платьев. Можно найти все, что угодно. И самое прикольное, что это все традиционное, афганское. А в этом месте как раз и вяжут. Здесь делают, да? Здесь делают как раз таки все вот эти вот шарфы, все вот эти вот, как это правильно сказать? Да, платки, да, платки. Самодельный станок, да? Да. Самодельный станок, на таком станке. Вон здесь продеты нитки, видимо, разных животных, да? Разных животных. Мы, кстати, поняли, что не рассказывали вам про дома, как они здесь выглядят, насколько отличается архитектура. И пока что не расскажем, пока... А теперь расскажем. Есть вот такие вот палатки.
в которых люди занимаются каким-то ремеслом. Вот там вот дядечки. Вот сейчас подойдем даже поближе. Все, так, да. В которых дядечки делают всякие штуки ремесленные, деревянные. Что-то там строят. Вот там можно видеть за Леной. А есть обычные дома. Часто очень люди совмещают. Вот в таких домах вот берут и делают какие-то производства. Вот здесь, например, какие-то емкости изготавливают. Тут какие-то магазины. То есть они совмещают и дом, и какое-то ремесло, предприятие, не знаю, магазин там или еще что-то. А также периодически встречаются вот такие вот панельки. Только немножко, конечно, видоизмененные. Парадная, подъезд. Какой-то совсем другой формы, какими-то колоннами идет. Вот, отопление здесь преимущественно дровами, углем. Вот там вот сейчас мы проходили. Там чуваки просто брали и взвешивали поленья. То есть тут дрова продаются, видимо, на вес, потому что древесины не так много в Афганистане. Если вам вдруг понадобилось распечатать какие-то документы, в нашем случае нужно сделать копии application form. Это типа пропуски в те или иные регионы Афганистана, то вы с легкостью можете подойти вот к какой-нибудь такой будочке. Здесь ребята, которые просто через какой-то генератор включают и делают копии твоих документов. У них есть принтер. Без компьютера, просто вот так. Мы вчера приоделись, купили платочек себе. И девушки, мама Заки, у которого мы остановились, который нас здесь везде сопровождает, завязали, как принято здесь. Ну, почти настоящая албанка. Короче, ребята, чтобы путешествовать по Афганистану, вам нужна вот такая пачка документов. Реально, типа, даже не знаешь, куда их положить. Потому что в каждый отдельный регион, в каждую отдельную провинцию нужно делать свой пермит, свое разрешение. Это Эмма. What's your country? Scotland. Scotland. Yeah. Эмма тоже является ютубером и снимает видеоблог Афганистан влог. Yeah. Wandering Emma. Yeah. I've been Wandering here. My Emma. third time here. Эмма, ее видеоблог, можно посмотреть там всякие видосики про Афганистан. Yes, hi. You are from Germany. Germany. Yes. Are you videoblogger? Yes, as well. Yeah. Yes. My channel is called My Expat Diary. My Expat Diary. My Okay. Expat Diary. Yes. Вот. Тут много блогеров, оказывается. Дорогу здесь не обязательно переходить прямо в положенном месте. Можно идти прям по полосе, где машины едут. Главное, повнимательней. Сейчас мы находимся в парке на какой-то из гор Кабула. И здесь вот находится вот такой большой флагшток с талибским флагом. Ранее здесь был другой флаг прежнего правительства. Панорама на город здесь прям шикарно открывается. В обе стороны. То есть есть несколько долин. И в этих долинах расположен как раз таки Кабул. В городе живет 7 миллионов человек. И город располагается и с той стороны, и с этой стороны, и за вот теми горами. Но самое интересное, что ты вроде бы гуляешь по парку, но весь он огорожен, перемотан вот такой колючей проволокой. Сюда могли попасть только через главные ворота, на которых стоят тоже несколько вооруженных людей, вооруженных талибов. Я делаю вид, что я фотографирую Лену. На самом деле я хочу просто показать вам вот эти вот грузовики, которые, по-хорошему не надо фотографировать, снимать. Но это вот то, что осталось от американцев. То есть все контролируется, причем довольно-таки жестко. Там вдали находится авиабаза, аэропорт. А город вообще напоминает какой-то муравейник, большой-большой. Вот. А дома такие, в основном глиняные, кирпичные. Кирпич такой, причем из песка и глины сделанный. Часто люди живут вообще в трущобах. Во время прогулки по этому парку к вам могут подходить вот такие ребята, как там у меня за спиной, и предлагать просто сделать фотографии.
ходят с профессиональными фотиками и за какую-то плату несущественную предлагают пофотографироваться. Частая практика, что ты идешь по улице и можешь увидеть несколько термосов, чашечки, пиалочки. Это значит, что ты, в принципе, можешь подойти и попить там чаечку. Народ зарабатывает всем, чем только может. В том числе просто продает чай. Ну, разливает его. Сейчас мы явно входим в какой-то более-менее такой богатый, цивилизованный район. Хотя нет, не сказал бы. Парк заканчивается и появляется вот такое вот окно, с которое надо перелазать. Окей. Когда-то она открывалась, но сейчас не открывается. А дома здесь вполне себе приличные. Выглядит очень даже такие изящно. Ну, явно тут кто-то побогаче живет. Очень узорные ворота. На всех окнах решетки. Для безопасности. Количество японских машин здесь вообще прям зашкаливает. Очень любят Тойоты, Мазды, Хонды. Но там, где и Тойоты, Мазды и прочие иномарки, есть и более проверенный способ. Коняшка. Что-то у него, правда, с глазом какая-то беда. Также здесь очень часто встречаются барбершопы. Афганцы очень любят следить за своей прической, за бородой. Мне даже говорили, что сходи-ка ты в барбершоп. Я тут немножко припустил. Кстати, деньги очень интересно обменивают. В банке менять невыгодно, как говорит Заки. Но на улице курс вполне себе приемлемый. То есть есть такие менялы, стоят, у них прилавочек такой небольшой, и они типа обменивают себе сколько там тебе нужно. Целый прилавок тыквенных семечек, обычных семечек, арахиса. На самом деле очень много всяких вкусностей на улице. Вон там, кстати, меняла, про которого я рассказывал только что. Вон, ребята, еще арахис, семечки тащат. Всего чуть более полувека назад Афганистан выглядел совсем иначе. Многие афганцы называют 60-е годы прошлого века золотым веком Афганистана. Это было время относительной стабильности. В 60-е и 70-е годы в стране появились свободная пресса, избираемый парламент и даже пошла в гору кое-какая торговля с Европой. В Кабуле среди глиняных домишек появились современные здания и первый университет. Детям, независимо от пола, позволялось учиться всем вместе. Сейчас же это запрещено. Кстати, в те годы в США и Европе набирало популярность движение хиппи. Существовало несколько главных туристических маршрутов. Например, из Европы в Индию через Афганистан, который считался вполне безопасным местом. Афганистан был очень популярной частью маршрута, даже несмотря на то, что его можно было объехать, попав из Ирана сразу в Пакистан. По большому счету, с развитием Афганистану помогали то Соединенные Штаты, то Советский Союз, естественно, преследуя в последующем свои интересы. Советский Союз построил на реке Кабул мощную гидроэлектростанцию. На месте старых трущоб выросли новенькие хрущевки, а в городе появились красивые мечети. США инвестировали миллионы долларов и задабривали афганцев джинсами и кока-колой. Все это длилось вплоть до начала апрельской революции в 1979 году. И до этого момента казалось, что страна движется по пути прогресса. А потом началась война. Выходные здесь начинаются не как у нас в России. Суббота – это пятница, а воскресенье – это суббота. Вот такая вот арифметика. Большинство людей просыпается очень рано и начинают молиться. То есть первый азан можно слышать уже часов в 5 утра. Причем он раздается вообще повсюду. То есть стоят такие вышки высокие, и на них граммофоны, через которые как раз таки и транслируется азан. Это своего рода призыв к молитве. Кстати, женщины в Кабуле, они
более раскрепощенные, так скажем, нежели в том же Кундузе, где мы были в начале. Там же они полностью замотанные. Реже здесь встречаются женщины в чодари. Это хиджаб, по-местному так называется. Даже можно иногда встретить женщин с открытым лицом. То есть они идут как бы... Здесь это, не запрещено, нежели где-то в провинции. Естественно, если поехать куда-то в деревню, то там, скорее всего, женщине за это прилетит. Причем очень хорошо. Еще здесь лепешки очень необычной формы. Они бывают либо квадратные, либо вот такие вытянутые. И посмотрите, насколько они большие. То есть вот я и лепешка как половина меня. Здесь же часто встречаются вот такие ремонтные мастерские прямо на улице. Меняют шины велосипедов. Вообще велосипед здесь очень популярный вид транспорта. Вот, например, сейчас вот заканчивается рабочий день, и большинство людей, рабочих, едут либо на мотоциклах, но в частности больше на велосипедах. Если говорить про провинцию, про Кабул, то там в частности используют тук-туки, вот эти вот, как они правильно, рикши, да. Здесь же чаще велосипеды и, машины, автомобили обычные. Компрессоры ставят. О, продают рыбок, посмотрите вообще, вот это шоу. Привет, да? Круто. Прям на тележке возит и продает рыбок, золотых рыбок. Они у него по пакетам расфасованы на веревочках. Есть аквариум и птички еще. It's beautiful. Продается туалетная бумага. Также на тележке привозится. На самом деле здесь каждый, как говорится, чем может, тем и зарабатывает. Кто что может производить, часто очень зарабатывает ремеслом. Например, вот человек продает бензин. Видимо, у него есть какой-то выход на поставки бензина, он им торгует. Кто-то вот продает мебель. Видимо, тоже ее где-то собирает, потому что она, видно, что она бэушная, где-то ее находит, видимо, выкупает и продает по новой. То, что касаемо заработка здесь. На самом деле, ты вот когда вот идешь вот по городу, встречаются вот эти торговцы на вот этих тележках, вот, которые вот там вот возле дороги. И каждый торгует чем-то одним. Нету такого, знаете, как у нас идешь по базару, и там в палатке ты там найдешь и все. И фрукты, и овощи, и все на свете. Тут вот у человека вырос горох, он продает горох. Выросли у него гранаты, он продает гранаты. Яблочная палатка. Только яблоки продают. Какой движ вообще. Нормально. Просто конец рабочего дня. Вот мы идем прямо по дороге. Это здесь нормально. Типа ты вот просто должен просачиваться между машин. Осторожно, Лена. Да, вот просто поток. Между ними нужно лавировать. Вот так вот, да? Что касаемо движения на улицах, то оно очень сложное. Светофоров нет, правила никто не соблюдает, на дорогах царит хаос. Вполне нормально является ездить по встречной полосе. Что касаемо дорог, то асфальтированы в городе только центральные улицы. Остальная часть дорожного полотна остается не покрытой асфальтом. Это пыльные дороги с ямами и ухабами. А еще нам тут попался таксист, который, видимо, опять смотрел «Форсажа». Пешеходов на машины, вот сейчас по встрече. Driver like fast furious, yeah? Едет он очень опасно. Кстати, вчера мы ехали с ним же, и вчера нам в задницу ехала машина, видимо, из-за того, что мы резко затормозили. Утро в Кабуле, народ начинает просыпаться потихонечку. А мы сейчас направляемся в другой
регион. В следующей серии мы поедем в одни из самых знаменитых природных провинций Афганистана – Бамиан и Бандамир. Первое место знаменито своими поселениями буддистов, домами в скалах, а также разрушенными статуями Будды. А второе – цепочка из 6 бирюзовых озер, расположенных на высоте около 3000 метров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Благодарим за просмотр и до новых встреч!